Греция – это, пожалуй, главная страна Европы, когда речь заходит об отдыхе у моря. И все благодаря невероятно красивым пляжам и кристально чистому морю, а также историческому наследию и, конечно же, кухне. Но выбор конкретного места в Греции для отдыха весьма непрост. Грецию омывают 4 моря, в Греции более 6 тысяч островов и 227 из них населены. И это все не считая материковой части, где также немало интересного. В этом выпуске я расскажу об одном из них, а именно о невероятно красивом Закинтосе. Это, наверное, не самый популярный и не самый посещаемый остров Греции, но в этом его и плюс. Сегодня мы посмотрим все его главные места, а также вы поймете, что из себя представляет отдых на этом удивительном острове. Привет! Кто здесь впервые? Меня зовут Дима, и здесь я делюсь полезной информацией о путешествиях в разные страны и города. Подписывайтесь на канал, если вам интересна эта тема, а мы начинаем. И по традиции начнем с общей информации об острове. Итак, Закинтос находится в Ионическом море, это самый южный остров Греции в этом море. Закинтос довольно большой остров и является третьим по размеру среди островов Греции. Примечателен он, конечно же, в первую очередь благодаря своим великолепным пляжам, главный из которых это бухта Навагио, фото которое вы скорее всего увидите первой, когда начнете искать информацию о Закинтосе. И да, это невероятно красивое место. Но и помимо него на острове много других красивых пляжей и интересных мест. Еще Закинтос — это массивные скалистые берега, буйная растительность, особенно в центральной его части, оливковые рощи и виноградники. Также это место обитания морских черепах карета-карета, за которыми можно понаблюдать, если повезет. На острове практически отсутствует любая промышленность, и потому это еще и эко-направление. Ну и, конечно, греческие кухни и гостеприимство сделают ваше пребывание здесь незабываемым. В общем, если вы хотите менее заезженную Грецию, нежели Крит, и по более гуманному прайсу, нежели на Миконосе, и с отличными пляжами, то Закинтос — это прекрасный вариант для летнего отдыха. Ну а теперь перейдем к вопросу, а где же лучше остановиться на Закинтосе? Основная часть всех мест, где стоит остановиться, расположены на южной и восточной стороне острова. Всего можно выделить 6 основных курортных зон. Первое — это Лаганос, который находится на южной стороне и более популярен у молодежи из-за бурной ночной жизни. Второй — это Каламаки. Он хоть и находится по соседству с Лаганосом, но куда более спокойный. Пляжи первого и второго находятся в заливе Лаганос, который является одним из мест обитания черепах. Остановившись там, шанс повстречать черепах будет значительно выше. Третий — это городок Аргаси, тоже считается тусовочным местом, ориентированным на молодежь, но мы там не были, потому особо про него не скажу. Четвертый — это полуостров Василикос, очень живописное зеленое место, находится в некотором отдалении от цивилизации, если можно так сказать. Подойдет для желающих спокойного и уединенного отдыха. Пятый — это Цилеви. Это, пожалуй, самый развитый туристический город острова. Здесь вы найдете все привычные туристические плюсы и минусы. Тут также наиболее большой выбор отелей. Это популярное место для отдыха семей с детьми. Ну и последний — это городок Аликис, который расположен в северо-восточной части острова. Он менее туристический и подходит для спокойного отдыха, в том числе и с детьми. Говоря про отели и апартаменты, то с этим на Закинтосе тоже все в порядке. Есть варианты на любой цвет и кошелек. Но если более конкретно, то можно сказать, что пристойный вариант в сезон будет стоить в диапазоне 200-300 евро за ночь. А прям хороший обойдется в 350-500 евро за ночь. Мы же в целях разнообразия, а также чтобы посмотреть остров, решили пожить в двух разных местах. И первым местом стал городок Аликис. О нем давайте и поговорим. Городом его, конечно, назвать трудно, скорее это деревня, и структура у нее довольно классическая и простая. Есть главная дорога, где размещены основные магазины, бары и рестораны. С одной стороны от нее море и пляж, а с другой стороны разнообразное жилье, в том числе и отели. Отели, к слову, здесь небольшие и не прям супер фэнси, такой себе средний класс. Но главное, что в основном они расположены посреди сосновых деревьев и оливковых рощ, а также виноградников. К слову, последних на острове весьма немало, и здешнее виноделие довольно неплохо развито. За время пребывания на острове я продегустировал несколько образцов, и нужно сказать, что некоторые из них очень и очень. Так что рекомендую попробовать, когда будете здесь.
Ну а главное достояние Аликеса — это, конечно же, море и пляж. Не скажу, что они лучшие на острове, но довольно неплохие. Поначалу здесь довольно мелкое море, что удобно для родителей с детьми, но вряд ли порадует взрослых любителей поплавать. Но водичка чистая и прозрачная. Сам же пляж имеет все необходимые атрибуты для комфортного пребывания. Аренда 2 шезлонгов вместе с зонтом обойдется здесь в 8 евро. Пляж поделен между местными тавернами, которые продают места. Здесь же вам предложат напитки и еду. Кормят довольно сносно и цены весьма умеренные. В общем, с пляжной составляющей здесь все окей. Единственным слабым местом Аликеса я бы назвал отсутствие особых вариантов в плане досуга вечером. Да, есть, конечно, ресторанчики, но все они уровня Болгарии 2000-х. Так что взятая нами опция ужина в отеле была весьма кстати. И тут мы плавно подобрались к нашему отелю, которому стоит уделить немного внимания. Друзья, ну что, маленький короткий обзор про отель. Покажем вам, как здесь все устроено. Сзади у нас такой вот ресепшн, дворик, вокруг корпуса. Очень неплохой отель, если вы решите остановиться в Аликес. Наверное, лучший. Нельзя сказать, что он новый, но, по крайней мере, он достаточно качественно поддерживается. И отличный персонал, вкусная еда, хорошее расположение, утопает в зелени. Могу смело его рекомендовать. Вот здесь, по сути, такая мейн по бассейнам, кто любит бассейны есть. С видом вот таким вот на горы. Сзади меня один из корпусов. Здесь у нас ресторан, в котором проходят ужины. Сейчас здесь закрыто. Не так, возможно, нарядно, но в целом очень даже. В общем, могу смело рекомендовать данный отель для отдыха. В рамках нашего обзора отеля Кукунария покажу вам номер, в котором мы жили. Это Сьют 31. Чтобы вы понимали себе, как это не на фотографиях, а вживую. Вот такая вот комната, никакими спальными местами, обеденный стол. Правда, непонятно, кто тут будет обедать, но тем не менее. Здесь у нас достаточно вместительный санузел, туалет. Это спальня. И здесь самое главное, как всегда, вид из окна. В данном случае вот там вдалеке есть море. Прекрасные сосны, цикады. Такая достаточно вдоль всего номера большая терраса у нас здесь. Вот Варя может здесь уже что-то посмотреть. И вид на остальную часть отеля. Бассейн, горы. Как и в любом путешествии, на Закинфи тоже стоит вопрос, как перемещаться по острову, поскольку все интересные места разбросаны по побережью. Если вы хотите их увидеть, вам нужно как-то туда добраться. Ну, начнем с того, что общественного транспорта на Закинфи нет. По крайней мере, мне он не встречался. Второй вариант — это использовать такси, что дорого. Поездка на такси там от 20-30 евро. Причем не супер продолжительная. Соответственно, остается вариант аренды транспорта. В данном случае здесь два варианта есть. Это квадроциклы, очень распространены, но в такой жаре, на мой взгляд, сомнительный вариант. Поэтому самым оптимальным остается аренда автомобиля. И здесь она широко, как говорится, представлена. Единственный момент, нужно не бронировать заранее, там, допустим, через какие-то агрегаторы по аренде машин или же там, у сетевых Six, Avis, не помню, кто здесь представлен, потому что дороже. Существенно дешевле сделали там в местных прокатных компаниях, коих много, и они разбросаны по всему острову, вы сможете найти ближайшие к себе. Средняя стоимость аренды автомобиля в сутки варьируется в диапазоне 50-70 евро, потому рекомендую брать здесь автомобиль. С организационными вопросами на Закинтосе разобрались. Теперь самое время перейти к исследованию острова и начнем с его северной части. Откровенно говоря, каких-то особенных достопримечательностей на острове нет. Все интересные места — это в основном разнообразные бухты, пляжи и скалы, по которым мы с вами и проедемся в этом видео. И у вас будет четкое понимание, что стоит внимания, что можно пропустить. И первым делом мы отправились на пляж Хигия Сульфор-Бич, который расположен в 15 минутах езды от нашей базы в Аликесе. По дороге на пляж Хигия есть вот такой вот замечательный viewpoint, на котором можно остановиться и посмотреть местные красоты.
В общем, пляж Хигия Сульфер — это очень маленький пляж. Расположен он в живописном месте среди скал, как будто из юрского периода, что придает ему некой эксклюзивности. Из-за подземных источников вода здесь очень необычного молочно-бирюзового цвета, а все это вместе выглядит невероятно красиво. Он, к слову, вошел в топ-3 лучших пляжей на Закинтосе, по моему скромному мнению. Но такая его красота не осталась незамеченной, и стоит приготовиться разделить ее с другими желающими. На пляже есть инфраструктура в виде проката шезлонгов, присутствует парковка, а также есть небольшое кафе на утесе с панорамным видом на пляж. Сейчас 10:30 утра, мы постарались приехать пораньше, понимая, что пляж маленький, может быть, люди, и они есть. Я думаю, что приезжать сюда стоит пораньше, прям целый день, наверное, здесь проводить можно, но полдня уделить внимание, если в этом районе, обязательно необходимо. Он очень живописный, красочный. Здесь, кстати, есть шезлонги, 12 евро комплект, то есть 2. А наверху есть нормальная стоянка, она частная, платная, 3 евро в час. Ну, что, в общем, удобно. Так больше поставить машину негде. В окрестностях пляжа Хигия я все же нашел промышленный объект Закинтоса, и это карьер по добыче известняка. Выглядит он с высоты несколько постапокалиптично, чем и привлек мое внимание. Предлагаю вам слегка залипнуть на него. Следующим местом на севере острова, которое я решил посмотреть, стал городок Агиос Николаус. Городок этот крайне небольшой, и смотреть здесь особо нечего, как выяснилось. Основное его предназначение — это защищенная от волн бухта, в которой организована марина для яхт. А также это отправная точка для морских прогулок в сторону так называемых Blue Caves, которые являются одним из главных природных достояний Закинтоса. Вот такая бухточка с красивой, чистой, прозрачной водой. Яхты, кораблики, лодочки. На побережье много разных кафешечек. Можно так с видом пообедать или поужинать. В итоге из-за высоких волн мы так и не отправились в Blue Caves, но выглядят они вот так. Сам же городок смело можно пропустить. Двигаясь по дороге вдоль побережья на север от пляжа Хигия, буквально в 5 километрах, расположен еще очень неплохой вариант. Это Макрис Гиалас, название пляжа. Он больше, чем Хигия. Здесь меньше людей, он менее популярен, может быть, чуть-чуть менее живописно выглядит, но тем не менее вполне себе ок. Мы тут решили провести денек. Пляж галечный, водичка из-за этого чистая, людей немного. Давайте посмотрим. Пляж этот также оказался весьма неплох, и мы там провели какую-то часть дня. Море здесь очень чистое и красивое. Сюда также привозят туристов поплавать на вот таких вот прогулочных катерах. Здесь также есть вся необходимая инфраструктура, парковка, предлагаются шезлонги и зонтики по цене 15 евро за комплект. А также есть кафе, где можно перекусить с красивым видом. В общем, еще одно достояние Закинтоса, которое стоит посетить. Отдельно стоит немного уделить внимание вопросу ресторанов в Валикисе и в целом в северной части острова. В общем, они, конечно, есть, но выглядят почти все из них довольно простенько, и лично у меня не возникало особого желания провести вечер в каком-нибудь из них. Я бы сказал, что для обеда такой формат вполне приемлем, но для ужина все-таки хотелось бы чего-то более изысканного, что ли. Примерно понимая это, мы и выбрали опцию ужина в отеле, которые, к слову, проходили на вот такой вот очень зеленой и приятной террасе. Меню каждый день было новым, а блюда были действительно вкусными. В целом такой подход в здешних краях оказался оправданным, и могу вам его рекомендовать.
Отправляемся на западную часть острова. Там есть такая замечательная бухта Лимнимионос. Она не очень популярная, ввиду того, что удалена от всех туристических поселков и так далее. Но там должно быть очень красиво. Голубая вода, скалы. Ну что, друзья, несмотря на удаленность основных курортов на Закинтосе, порт Лимнимионос оказался весьма популярным местом. Судя по парковке, еле нашел место. Ну, сейчас пойдем вниз, посмотрим, как оно там. Ну что, ребятки, пляж оказался весьма-весьма, ну как бы не пляж, а бухта. Место точно нужно себе ставить на заметку, когда будете на острове. Здесь прикольно провести денек-другой. Главное приехать пораньше, занять хорошие места, отличная вода. Даже есть рыбки, можно поснорклить. Ну, не Египет, конечно, но тем не менее. Есть неплохой ресторанчик наверху, обзорный. В общем, как бы вроде и дикий, но и цивилизация есть. Но людей здесь тоже немало. Ну, вот такая вот ситуация есть. К слову, поездка в порто Лимнимионос проходила через центральную часть острова, которая, в отличие от прибрежной зоны, оказалась намного более зеленой и красочной. Сама же дорога местами довольно крутая и проходит через горные перевалы, которые сосредоточены в центре острова. Еще это отличная возможность заглянуть на то, как устроена жизнь местных, так как в центре Закинтоса довольно много симпатичных деревень, которые утопают в оливковых рощах и другой зелени. А вот эта деревня показалась мне особенно красивой, и я даже остановился запечатлеть эту красоту. Что-то в ней есть итальянское, как мне кажется. Как считаете? В общем, прокатиться по центру острова – это отличная возможность увидеть совсем другой Закинтос, который выгодно отличается от типичных курортных городков на побережье. Друзья, если вас интересует, как делаются оливки и этим занимается семейный бизнес, как этим занимается не крупная компания, а маленький семейный бизнес в Греции, вы можете в центре острова найти такую вот фабрику микро по производству оливок и производных из них продуктов. Здесь вот милые дамы все покажут и расскажут, продемонстрируют, можно подегустировать, посмотреть на процесс, а также, собственно, в окружении всех оливковых деревьев здесь подышать, побывать. Вот столетнее оливковое дерево с маленькими такими еще совсем оливочками. Для тех, кто не знал, самым намоленным, самым инстаграмным местом на острове Закинт есть бухта, называется она Навагио или бухта кораблекрушения. Бухту можно попасть только либо на лодке, либо есть проще вариант поехать на смотровую площадку сверху. Сейчас мы туда тоже отправимся. Смотрю вместе с вами. Да уж, ребята, ну что, проделав путь через полуострова, приехав на другую часть его, вы так в ожидании увидеть вот это, а на самом деле мы видим вот это. Вот это все. На самом деле место это абсолютно потрясающее, но увидеть его во всей красе возможно лишь с высоты, что вам и предлагаю. В итоге решение посмотреть на бухту Навагио со смотровой площадки казалось так себе затеей. Однозначно рекомендую туда сплавать на лодке. Лучше на приватной, конечно, но и на общественной будет сильно лучше, чем посмотреть просто сверху. Бухта безусловный маст, когда будете на Закинтосе. Мы с вами находимся в Цивиле.
Это курортный городок на западном побережье острова Закинтос. Решили здесь остановиться на несколько дней ввиду того, чтобы отсюда удобнее, ближе добираться до южной части острова, где тоже сосредоточены хорошие пляжи, черепахи и другие интересные поинты. Сам Цивили ничем не примечателен. Обычный туристический город с разнообразными летними барами, ресторанами, сувенирными магазинами, дешевыми развлечениями и так далее. Поэтому не могу его советовать. Ну, как бы теперь вы, по крайней мере, будете представлять, как здесь все выглядит, если решите здесь остановиться. Ну а главным достоянием Цивили, пожалуй, является его пляж. Но и он далек от списка лучших на Закинтосе. Ну вот мы с вами добрались до пляжа Циливи. Сегодня ветреная погода, немножко волны. Ну, в целом, как и везде на западном побережье, на восточном, прошу прощения, побережье Закинтоса, море мелкое, но чистое, удобно для детей и всех, кто любит мелкое море. Ну, дальше идет череда, как обычно, пляжных клубов, где можно найти себе пристанище. Мы, в частности, проводим время вот в этом бутик-отеле. Стоимость комплекта шезлонгов, 2 и зонтика 8 евро. Здесь неплохо кормят, вот так вот на травке расположились. Итак, наша любимая рубрика «Как оно на самом деле». Сегодня мы посмотрим отель Контессина, который находится в городе Цивили, в котором мы остановились для осмотра южной части острова. Это первая была причина, а вторая – это все-таки желание. Мы любим отели, современные отели с дизайном. На острове их достаточно мало, все больше в традиционном стиле, достаточно уже в возрасте, но тем не менее окей. Ну а Контессина – это новый отель, зона, в которой мы живем вообще совсем недавно. Здесь подумали над дизайном, постарались, очень красиво, хорошее обслуживание. Хотя были вопросы, но мы их уладили. Вообще очень интересные и необычные, редкие отели такого типа на острове Закинтос. Ну и, конечно же, рум-тур нашего номера. Номер категории Supreme Suite называется. Вот такая вот входная история вместе с раковиной. Здесь у нас душевая кабина отдельно санузел. Ну и, собственно, дальше сам номер. Вот он такой, достаточно красивый, с современным дизайном. Вот. Здесь даже такое кашпо бетонное. Ну и, естественно, самое, как всегда, важное — вид, терраса. Вот такая вот терраса, не супер большая, но вполне себе с видом на ресторан, бассейн, другой корпус. Единственное, конечно, здесь вот такой брак приватности, потому что соседи как справа, так и слева за вот этими вот деревянными перегородочками. Вот такой вот номер, будете знать. Друзья, в Греции и на Закинтосе в частности есть очень прикольная активность, а именно аренда лодки моторной мощностью до 30 лошадиных сил, что позволяет арендовать вам, не имея никакой лицензии. Должно быть достаточно просто в управлении, но мы сейчас посмотрим. Стоимость этого мероприятия там от 55 евро в час. Есть разные пакеты, но можно целый день. Но это отличная возможность посмотреть остров с разных сторон, с бухт, в которые можно только заплыть, то есть у них нет подхода с берега. Мы, в частности, едем в бухту Лаганос. Это национальный морской парк, в котором водятся
черепахи карета-карета. И если нам повезет, мы вместе с вами увидим. Должно быть весело, интересно, так что погнали, посмотрим. Ну вот наш зверь. Друзья, вот мы на лодке. Здесь замечательные места, как выяснилось. Очень красивые виды, горы, вода. Абсолютно. Ну и возможность как бы быть капитаном тоже никто не отменял. Очень прикольная, отличная активность. Исследуем прибрежные воды Закинтоса. Они как? Класс? Прекрасно. Прекрасно. Очень красиво. Ну вот, сейчас покажу. Еще одни голубые лагуны под названием Керри Кейвс на южной стороне острова. Must to visit, очень прикольно, можно покупаться, но нужна лодка. Без лодки никак. Так, друзья, ну что, мы покатались 3 часа на лодке, отлично провели время. Рекомендую, вот сзади меня ребята Big Blue. Стоимость 160 евро за 3 часа, это включая бензин. Что, в общем, окей. Так что рекомендую, приезжайте, берите лодку, много всего интересного посмотрите. Можно, в принципе, провести целый день вдоль побережья, поездить, плавать, покушать. Ну, это уже как кто хочет, но нам очень понравилось. Так что едем дальше. Чуть не забыл вас познакомить с моим маленьким другом, а именно Hyundai i20, который помогает нам в исследовании острова Закинтос. Машинка маленькая, юркая, но вполне себя нормально показала, несмотря на горные дороги и коробку автомат, и все время включенный кондиционер. Достаточно резво и хорошо было на ней кататься по острову. Так что прокат, который я арендовал, я вам укажу в ссылочке в описании к этому видео. Хорошие ребята, можно брать, адекватные цены. Ну что, друзья, новый день, новое открытие, новое путешествие. Сегодня отправляемся с вами в юго-восточную часть острова Закинтос на пляж в регион Василикос. Он знаменит своими пляжами, живописными бухтами. Мы все это должны проверить. А начнем мы с пляжа Порто-Азура, который, по мнению моих новых знакомых из Греции, лучший на острове. Убедимся, так ли это. Возможно, найдем черепах, покажем вам. Поехали, посмотрим. Ну вот мы с вами на пляже Порто-Азура на полуострове Василикос. Что можно сказать о пляже? Очень неплохо. Маленькая такая живописная бухта, достаточно небольшая, несмотря на обильное, конечно, наличие шезлонгов. Здесь есть 2 бич-бара, в которых вы можете арендовать шезлонги. Стоимость порядка 15-20 евро за комплект, то есть 2 шезлонга плюс зонт. Сегодня немножко штормит, потому, наверное, цвет воды там не идеальный, но вполне чисто, красиво. Можно здесь перекусить, провести время. Достаточно он удален от основных туристических мест, где люди живут, потому, наверное, жить рядом здесь не выйдет, но приехать на день или 2 даже вполне можно, неплохо. Но все-таки назвать, наверное, его самым лучшим пляжем острова Закинтос я бы не стал.
Помимо Порт-Азора на полуострове Василикос есть еще пара достойных внимания пляжей, которые я и решил проверить. Для начала заехал на пляж Геракос. Знаменит он тем, что именно здесь черепахи карета-карета откладывают свои яйца. То в мой визит, к сожалению, черепах замечено не было. К слову, мы их не встретили в принципе нигде. Из-за черепах, кстати, полеты на дроне тут запрещены, потому не порадую вас кадрами с высоты. Сам же пляж довольно большой и имеет неплохую инфраструктуру. Но меня он как-то не зацепил, и я не стал там задерживаться. Следующий пляж, который я решил проверить, называется Сент-Николас, и он мне весьма понравился. Находится он в защищенной бухте, и потому здесь нет волн. Водичка здесь прям кристально чистая, но довольно мелкая. Есть вся необходимая инфраструктура, а также несколько ресторанов, некоторые из них довольно стильные. Но главная звезда там это вот эта небольшая церквушка, расположенная на небольшом утесе возле пляжа. Вроде бы ничего особенного, но красивые фото для вашего инстаграма можно здесь заполучить. В общем, пляж оказался довольно ничего, и могу рекомендовать провести там денек. За моей спиной известная на острове Закинтос локация, инстаграмная локация. Маленький остров Камео, в котором внутри находится небольшой пляжный клуб, где можно взять шезлонги, полежать, почилить. Там достаточно атмосферно, но место крайне популярное, очень много людей. Даже сейчас я вечером специально приехал в надежде, что их не будет, но это не так. Это как некий мавзолей на острове Закинов. Ну, так зачекиниться, как говорится, можно. Если вы хотите посмотреть скалы Мизифры, а это стоит сделать, потому что там очень круто, сумасшедший вид. Есть два пути. Первый – это лодка, собственно, как мы сделали изначально, и это самый правильный путь, потому что есть еще второй – это viewpoint, который ехать из нашего Цивили 45 минут, плюс тут некое бездорожье, какую-то часть пути нужно пройти пешком. В итоге вы подходите к viewpoint, а это просто обрыв, там чуть-чуть видно. Но в целом составить впечатление достаточно сложно. Видно, что красиво, но абсолютно невозможно погрузиться, точно так же, как и в бухте Навагио, плыть на лодке. Ну, либо можно посмотреть это с дрона, что я специально для вас и сделал, так как пока мы были на лодке, не получилось. Еще хотел бы посоветовать, когда вы будете рядом или запланировать специально в районе деревни Керри с одноименными скалами пещерами Керри Кейвс. Здесь отличные локации для, собственно, сансета. Обустроено много таверн с видами, можно поужинать. К сожалению, не успели этого сделать. Но я проезжал мимо, и выглядит это прям очень прикольно. Сильно рекомендую выделить на это время. Пожалуй, единственным местом на Закинтосе, на которое у нас не хватило времени, стал главный и одноименный город острова. Из окна авто он мне не показался особо интересным. Разве что стоит заглянуть на набережную, там вроде неплохо. Если бывали там, то поделитесь впечатлениями в комментариях. Заканчивая наши приключения на острове Закинтос, хотелось бы сказать, что Закинтос это не просто остров про пляжный отдых, это даже наоборот. Понятное дело, что вы найдете здесь пляжный отдых, но самым правильным будет это все-таки поездить, посмотреть. Он со всех сторон разный, везде есть интересные места, которые вас удивят, влюбят и, возможно, заставят не раз вернуться. Ну а пару слов о том, что у меня за спиной, это, собственно, и есть главный город острова, одноименный Закинтос. Очень уютный городок с красивой бухтой, все как обычно.
Там можно прогуляться по набережной, красиво. У нас не очень хватило времени, а я сейчас нахожусь на обзорной площадке в деревне Бохоли. Вы легко ее найдете на гугле. Туда стоит как минимум заскочить на полчаса, посмотреть. Так что приезжайте в Закинтес. Ну и путешествуем дальше.